В 2021 году рынок портативных консолей не так актуален и востребован. Да, конечно, есть Nintendo Switch, но это гибридная консоль, да и она всего одна на рынке, за весь сегмент отдувается. Но еще около 10 лет назад все было совсем не так. PSP, PS Vita, 3DS, рынок портативных консолей был насыщенным, так что не мудрено, что в то время массовый геймер пропустил очень экстравагантный шаг от Nvidia в сторону портативного гейминга. Приветствую всех на своем канале, для вас вещает Искатель Истины, и я представляю вам обзор Nvidia Shield Portable в 2021 году. Характеристики. В 2013 году, выходя на рынок, консоль собиралась покорять геймеров следующими характеристиками. 5-дюймовый сенсорный экран с IPS-матрицей и разрешением в 720p, встроенным в корпус полноценным геймпадом, очень удобным, надо сказать. Кнопки геймпада и крестовина выполнены как у геймпадов Xbox 360, но стики расположены как на DualShock. По центру расположены кнопки управления системой, звуком и хабом. Также имеются полноценные курки, в общем все как у людей. На борту у нас тогдашняя гордость Nvidia 4-ядерный 2-герцовый мобильный процессор Tegra 4. А обслуживает он систему Android 5.1. Да, сейчас это уже кажется совсем ни о чем, но об этом мы поговорим чуть позже. Также имеется Bluetooth 4.0, просто монструозный аккумулятор на почти 8000 мАч, так что автономность устройства. Мое почтение. Wi-Fi модуль, лотов для сим-карты, к сожалению, нет. Заряжается это чудо через micro-USB. Также из внешних интерфейсов есть мини-джек для наушников, micro-HDMI для консольного режима работы и подключения к телевизорам и мониторам. Ну и, естественно, слот для microSD карточек емкостью до 64 гигабайт. Кстати, на самой консоли 16 гигабайт памяти, 4 из которых уйдет под систему, увы. Что имею сказать по данным спекам? В целом, для того времени очень достойно. Плюс сам форм-фактор и дизайн мне очень нравится. Грубое, агрессивное устройство с потенциальной возможностью кастомизации верхней панели, которая держится на охренеть каких сильных магнитах. Все это в 2013 году смотрелось очень смело. Единственное, играть на такой приставке — это, скажем так, удовольствие для сильных духом, потому что весит приставка 579 граммов, более полукило, так что это отнюдь не та вещь, которую вы захотите долго держать в руках. Только если, конечно, не играть полулежа, уперев устройство в торс, или у кого есть пузо в него, думаю, так будет даже гораздо удобней. Фишки от Nvidia. В то время каждый производитель Android-девайсов пытался испоганить ванильный Android своей оболочкой. Nvidia тоже придумала пару интересных фишек на эту тему. Надо заметить, что Android тут почти нетронутый, ванильный. Есть лишь пара приложений по типу настройки контроллера, калибровщика консольного режима работы, когда вы через micro-HDMI кабель подключаете Shield Portable к телевизору. Кстати, ничего настраивать не нужно, консоль сама быстро распознает телевизор и предложит вам сценарий работы. Программа, которая создает виртуальные кнопки на сенсорном экране, если программа не поддерживает геймпад Nvidia Shield. Ну и, конечно, приложение Shield Hub, через которое предполагалась вся активность, связанная с Nvidia Shield Portable. Покупка, скачивание игр, трансляция игр с вашего ПК. Для этого вы коннектились в приложении GeForce Experience на ПК, запускали Steam машин и могли играть во множество игр из вашей библиотеки Steam. Так что в теории на Shield Portable можно хоть и в Dark Souls поиграть, и в GTA 5. Главное, чтобы Wi-Fi быстрым был. Ну а сейчас это, конечно, все только в теории. Игры. Самое главное, чем заманивает игрока любая платформа. Это игры. И мы до сих пор живем в то время, когда эксклюзивы той или иной консоли имеют существенное влияние при вопросе подбора игровой платформы. Да. Да-да. Вот и Nvidia подсуетились, и помимо классной, но все же индюшатины по типу Super Meat Boy, The Witness, Stealth Inc. 2, Nvidia смогла даже договориться с Valve. Да-да, не удивляйтесь. И портировала на Android главные хиты компании Габена, первый Portal и Half-Life 2. Предупрежу сразу, если вы уже полезли за своим Android смартфоном шерстить всякие нехорошие сайты для скачивания данных игр, то спешу вас расстроить, с высокой долей вероятности у вас ничего не выйдет, потому что данные игры запускаются только на Android устройствах с Nvidia Tegra на борту. Также нам тут завезли и серьезного Сэма, Mountain Blade Warband. Все эти игры не просто кривые подделки, а полноценные порты с хорошей оптимизацией, отличным управлением и грамотной реализацией всех фишек приставки Nvidia Shield Portable. Кстати, Portal и Half-Life до сих пор можно вполне легально купить в Play Market по цене 600 рублей, а остальные вышеупомянутые игры придется искать на знакомых всем нехороших сайтах.
как играется в 2021 году. Конечно, многим будет мало Portal и Half-Life, хотя это уникальный и очень приятный опыт игры в эти классические игры. И в принципе, да, больше особо Nvidia нам ничего не подготовила. Конечно, компания портировала еще на Android перезапуск Tomb Raider, Metal Gear Rising Revengeance, но все это не для нашей Portable, а уже для следующих итераций приставки Nvidia Shield TV. Приложение Shield Hub приказало долго жить, и уже при обновлении перевоплощается в приложение Nvidia Games, которое напрочь отказывается работать на Nvidia Shield Portable. А при откате старой версии никаких сетевых функций не дает. То есть постримить игры с ПК, как это было заявлено ранее, на Nvidia Shield Portable в 2021 году не получится. Конечно, мамкины кулхацкеры с FOPDA, наверное, решили проблему, но у меня не такие прямые руки, да и приставка все еще может вас удивить и без этого. Во-первых, вы можете комфортно играть почти во все игры на Android с поддержкой геймпада, даже если они специально не были оптимизированы для Nvidia Shield Portable. То есть мы можем играть во все игры, например, от Rockstar Games, а это GTA 3, San Andreas, Vice City, Max Payne, Bully и бог весть еще сколько игр. Также, конечно, Nvidia Shield Portable это настоящий рай для эмуляторов. Сейчас пойдет куча названий этих эмуляторов, которых хрен нормально произнесешь. Daemon PS2, EPSXE, Drastic, PPSSPP Gold и Happy Chick. В общем, не без лишнего геморроя, но на этой приставке вы можете поиграть в игры от PS2, PlayStation Portable, PS1, DSi, NES и многих других консолей детства. Моей прямоты рук хватило для стабильной работы EPSXE, господи. На него я накатил свои любимые игры детства. А это Человек-паук, Diablo, Mortal Kombat, Shadow Man, на ремастер которого я недавно делал, кстати, обзор, ссылочка появилась выше, Resident Evil, Silent Hill, Nightmare Creatures и еще много чего. И это комфортный гейминг с поддержкой всего функционала геймпада консоли. Еще неплохо работает Happy Chick, и по моему мнению, для большинства одного этого эмулятора хватит, потому что здесь можно изнутри приложения скачивать образы игр SNES, PS1, DS и многих других приставок детства. Из эмулятора PSP у меня тянет только нетребовательные игрушки, например, Patapon 3. А так, это все так же минимально удобоваримая мультимедийная платформа, на которой вы можете чатиться, смотреть ютубчик и делать, в общем, все то, что можно сделать и на любом другом Android устройстве. Стоит ли покупать Nvidia Shield Portable в 2021 году? Ну, по-хорошему, каждый, я думаю, уже сам для себя ответил на данный вопрос. Конечно, если подходить рационально к этому вопросу, то Shield Portable уже едва ли отвечает на актуальные геймерские запросы. Но это до сих пор уникальнейшая в своем роде портативная приставка на самой открытой операционной системе, и с ней вам открывается просто непаханное поле экспериментов. Например, недавно на моем канале мы на эту малютку устанавливали билд Stalker Тени Чернобыля. Если интересно, ссылочка появилась выше. Такая приставка это уже скорее всего удел ценителей, коллекционеров, ну или техногиков, которые приходят в восторг от всякой нестандартной техники. Любят в ней ковыряться, устанавливать всякие интересные программы и прочее. Но если все же хотите приобрести данное чудо техники, то цена не кусучая. Приставка на выходе, стоящая 200 вечно зеленых, сейчас на Авито можно забрать от 4 до 10 тысяч рублей. Думаю, если поискать на локальных барахолках вашего города, то можно выцепить по вполне вкусной цене очень достойный экземпляр этой приставки. Единственное, обращайте внимание на шарнир складывания экрана, потому что шлейф от приставки к экрану рвется на раз-два. Поэтому даже нашел объявление, где парень продает приставку без экрана, а за место него предлагает проектор. Несмотря на огромный аккумулятор, предохранители на нем или датчики, не знаю как правильно, любят перегорать. Так что приставка может отрабатывать как и положено там целый день, 2 дня. Или за полчаса израсходовать весь заряд батареи. Например, такую небака-фичу от предыдущего владельца поймал я на данной приставке. Так что даже если захочу ее взять куда-нибудь в дорогу, сколько она прослужит от одного заряда, всегда будет лотереей. Да и возиться с, честно говоря, уже устаревшим микро-USB кабелем сомнительное удовольствие. Ну, вот такой, собственно, обзор получился. Это был мой взгляд на то, как состарилась такая уникальная портативная приставка, как Nvidia Shield Portable. Это был первый для меня обзор техники. Но вы просили, и я не смог вам отказать. Так что поддержите это видео лайком, подписочкой, если тут впервые. Пишите в комментариях свое мнение об этой вундервафле. Задавайте вопросы по поводу нее. Задавайте вопросы, если у вас какие-то с ней проблемы возникли. Я, конечно, не гуру, но своим подписчикам всегда отвечу и помогу, чем смогу. А на этом, собственно, все. Для вас вещал Искатель Истины. До скорых встреч. Пока.